Бисер скользит по шелковой нити, натянутой под углом 30 градусов к горизонту. С каким ускорением движется бисер? Трение не учитывается. Нам дано угол альфа равен 30 градусов. Бисер скользит под этим углом по натянутой нити к горизонту. Можно узнать, каким ускорением он будет двигаться. Натянутая нить, здесь угол альфа 30 градусов, и бисер, естественно, будет двигаться вниз. Давайте рассмотрим, какие силы действуют на этот бисер. В первую очередь, бисер имеет какую-то массу. Есть какая-то в него сила тяжести о том, что P будет равно mg. И она направлена вертикально вниз. Вот эта сила P. Коль этот бисер находится на вот этой нити, сила вот эта P будет разлагаться на две составляющие. Одна составляющая будет вроде как давить на бисер, на эту нить, не давать бисеру упасть, естественно, вот эта составляющая. Но бисер, с другой стороны, он будет получать отпор от этой нити вверх. И составляющая, которая давит на нить от бисера, будет компенсирована реакцией нити вверх. То есть, где эти составляющие будут друг друга компенсировать, потому что бисер же не падает в эту сторону, а он просто движется сюда. И, естественно, еще одна составляющая веса бисера, которая направлена вдоль этой нити, которая будет стремиться эту бисеринку, конечно, пускать вниз. Обозначим эти значения m, это значение f. Посмотрите, во-первых, я вижу тут подобие треугольника. Вот это угол альфа. Этот треугольничек подобен вот этому треугольнику, который натянут на нити, опустить перпендикуляр. Что это говорит? Это говорит о том, что мы можем использовать эти подобия треугольников и этот угол. Этот угол нам дает возможность определить составляющие n и составляющую f, на что мы разложили силу P. F является противоположным катетом в этом треугольнике, где гипотенуза является сила P. Отсюда f будет равно P умножить на синус альфа. А m будет равно чему? M будет равно P умножить на косинус альфа. Катет, который является от этого угла, этого катета к гипотенузе, будет косинус альфа. Поэтому n будет просто равно косинусу. И поскольку эта составляющая n компенсирована реакцией нити на бисеринку, получается, что эта составляющая, она бы, конечно, участвовала, если было трение. Коль трения нет, получается, что на бисеринку действует только составляющая, которая является вдоль направления нити. Еще раз повторяю, если было трение в данном случае, тогда n участвовала в этом процессе. А коль трения нет, ускорение в данном случае будет вызывать та сила, которая направлена вдоль нити. Сила F. Можно сказать, что вот эта сила F, которая направлена вдоль нити, будет являться ускорением для данной бисеринки. А будет равно отсюда вот это значение F делить на массу. Что такое F? Мы видим, что это P умножить на синус альфа. Перепишем это, подставим значение. А равно P умножить на синус альфа и разделить на F. А что такое P? А P у нас mg. Ставим значение m умножить на g, умножить на синус альфа и делить на m. Ну, как видите, масса тут сократилась. Получается, что ускорение, которое будет двигаться тело, от массы бисеринки не зависит. Мы получаем g умножить на синус альфа. А синус альфа 30 градусов – это 1/2. Итак, у нас получается А равно 9,8 метра за секунду в квадрате умножится на 0,5. Получили 4,9 метра за секунду в квадрате. А здесь равно 4,9 метра за секунду в квадрате. В чем тут процесс решения этой задачи заключается в следующем, что нужно сказать правильно разложить составляющую силы тяжести нити. Одну силу, которая действует перпендикулярно той поверхности или той нити, в которой движется бисеринка, а вторая сила, которая ее движет вниз. В данном случае это сила, которая давит на поверхность. Она компенсируется реакцией нити, и она не принимает участие в расчете ускорения, потому что сказано в задаче, что трением здесь пренебречь. Если бы было трение, тогда бы эта сила вызывала бы силу трения. А так как трения нет, получается, что именно эта сила направлена на то, чтобы создать ускорение в данном бисеринке. Вот мы все это и получили.